Так вот она какая мавка, значит. Ну что ж, давайте знакомиться будем. О, Господи. Матушка, пошлите за лекарем. Думаю, лекарь тут ни к чему. Сейчас все пройдет. Похоже, что обморок настоящий. Так. Иван, да помоги же хану. Нет, я сам. Принесите нюхательную соль. Дорогая, не стоит так пугаться. Я право молодых девиц на обед не ем. По крайней мере, по четвергам. Если бы не Лидия, я бы точно ничего не успела. Она просто чудо. Наталья, быть может, хотите чаю? Вы меня даже не слушаете. Ну, простите меня. Нога у меня болит ужасно целый день. Ладно. А где Кити? Давно ее не видела. Она у Косачей. Если так пойдет дальше, то как бы нам не пришлось играть свадьбу в один день с Косачами? Что ж такое-то, а? Только и слышно, что Косач, 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 Косач. Григ, да что с вами? Я всего лишь хочу, чтобы у каждого из нас был свой праздник. Разве это… Постойте. А вы не ревнуете ли? Кого? Меня, конечно. А как вы думаете, Наталья? Конечно, ревную. Меня трясет от одной мысли, что этот прощелыга увивался за вами. Дарил подарки, слал письма. Совершал для меня подвиги на войне, верно? Да? Да! Да вы настоящая Отелло. Прекратите ревновать. Ну или же выберите себе в жены женщину менее заметную. Ту, на которую никто и никогда не взглянет. Наталья, но я действительно рядом с вами становлюсь безумным. И все это от того, что я отчаянно вами дорожу. И боюсь потерять. Григ. Василий, негоже так открыто разглядывать нашу гостью. А то Катюша подумает, что ты дурно воспитан. А твой суп тем временем стынет. Я, Катюша, люблю большие застолья, когда вся семья вместе. Раньше при жизни Алешиного отца, Федора Семеновича, мы каждый день собирались за общим столом. Днем обедали, а по вечерам в лото играли. Помнишь, Алеша? Помню, матушка. Хорошее было время. Да. Катюша, а у Червинских часто собираются? К сожалению, нет. Григорий Петрович много лет был в отъезде. Петр Иванович дома редко обедает, только завтракает. Анна Львовна довольно умеренно в еде. Так что большие застолья у нас редко бывают. Ну, скоро все переменится. Григорий Петрович вернулся. Говорят, скоро свадьба. Так что и у вас будут большие семейные застолья. Наверное. Только я за общим столом не сижу, я на кухне обедаю. Скажите, Катя, а на панщину вы тоже ходите? Мари. А вы знаете, я сейчас вспомнила, как много лет назад я точно так же впервые сидела за этим столом. Вот на этом самом месте. И ужасно волновалась.
В тот раз я впервые приехала в этот дом. Мой отец был дружен с Семеном Федоровичем, отцом Феденьки. Они вместе воевали и сговорились о нашей свадьбе еще до нашего рождения. Как это? А вот так, как-то раз в бою вышло, что они спасли друг другу жизни, а уж после поклялись, что если выживут, да вернутся домой, так обязательно породнятся. Так что я с самого детства знала, за кого я выйду замуж. Помню, ужасно волновалась перед первым визитом к Косачу. Моя свекровь, Марианна Николаевна, была очень строгой женщиной, с безупречными манерами и пронзительным взглядом. И при первом же таком взгляде на меня я тут же упала в обморок. Да так неловко, что тут же и лоб разбила. Потом так и была за семейным столом и на всех приемах с такой шишкой. Александровна, прошу меня простить. Да? Великодушно простите меня, просто издали вы очень похожи на мою знакомую. С вами все в порядке? Да-да-да, все хорошо. Еще раз простите меня. Ты не можешь вот так вот уйти. Вот так вот, без всяких объяснений. Или я недостоин их? Милый, дорогой, любимый, я не могу иначе. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Но мы должны порвать. Я вернусь к мужу. Все будет как прежде. То тебя так нужно. Подожди. Но должны же быть хоть какие-то объяснения. Я люблю тебя. Я тебя не отпущу. Я тебя не отпущу, ты моя. У меня будет ребенок. Я хочу, чтобы он жил. Я рос в законном браке. Чтобы у него было будущее. Ты слышишь? Ребенок мой? Не ищи больше встречи, не пиши мне. Я все решила. Все кончено. Григорий Петрович, здравствуйте. Чем обязана? Лидия Ивановна, спасибо, что согласились принять меня, несмотря на столь ранний час. У меня к вам очень важный разговор, который, я смею надеяться, останется между нами. Признаюсь, я удивлена, Григорий Петрович. И чем же вызвана такая срочность, такая секретность? Лидия Ивановна, честно сказать, меня очень беспокоит эта история с Косачем и нашей Кити. Вот как. А я думала, что все ваши мысли только о Натали. Мне казалось, что перед свадьбой ни о ком другом, кроме своей невесты, думать не принято. Вы неверно истолковали меня. Я беспокоюсь о матушке. Ведь Анна Львовна очень дорожит Кити. Она взяла ее в дом еще совсем крошкой. Всю душу в нее вложила. Она очень гордится ею. Кити для нее не просто воспитанница. И вот теперь, когда Кити исчезнет из нашего дома, боюсь, матушка этого не переживет. Почему же вы уверены, что этот брак состоится? Я знаю, что у Косача нет денег для выкупа, а ваш батюшка уж точно не станет делать таких подарков. Это насколько мне известно. Да, это правда. У
Косача в карманах ветер, но он очень упорный малый. И все может статься. Словом, я очень хотел бы, чтобы эта сделка не состоялась. Ну, это я уже поняла. От меня что вы хотите? Вы можете мне в этом помочь. Вы давно знаете Косача и его семью. Знаете его намерения, привычки тайные. Вполне возможно, что есть что-то необычное, настораживающее. Какой-то факт, история или даже намерение. Так. И вот, если вдруг это случайно дойдет до ушей моего отца или матушки, вполне возможно, что они изменят свое решение. Правильно ли я вас поняла, Григорий Петрович? Вы хотите, чтобы я оговорила Алексея Федоровича? Нет, не то чтобы я… Я не знаю, какие у вас там мотивы, да и знать не хочу. И я не стану порочить благородного и честного человека. Софья Станиславовна, спасибо вам. У вас такой теплый и уютный дом. Мне кажется, что все тут родное. Будто бы я уже 1000 раз тут бывала, только потом забыла. Милая, я тоже очень рада с тобой познакомиться. Ну что ж, езжай, а то Анна Львовна волноваться станет. Передавай ей приветы от всех нас. Передам. До свидания, Катюшенька. Дети? До свидания. Похоже, матушка нас благословила. Видите, Катя, вы так волновались. Не могу поверить, что все это на его, Алёша. Пойдемте. Василий, иди к себе. Катя и в самом деле не похожа на крепостную. Но почти не похожа. Бог создал всех людей равными. Запомни это раз и навсегда. Ступай к себе, Марианна. Вот интересно, какая у Катьки свадьба будет, простая или панская? Ну, ясно, что панская. За паныча идет, так у нее теперь все будет панское. А может, они ее тут в поместье и сыграют, а? Панычей приглашают, а вот и мы каких себе приглядим, а? Ага. Из какой-то стати наш пан Катьке будет тут свадьбу устраивать, а? Велика птица. Тю, а почему бы и нет? Пани ее растили как родную, души в ней не чаяли. Вот она себе паныча и нашла. Не за крепака же и замуж идти. Ой, а чем это ей крепаки не угодили? Может, ее и лепили, как дворянку, да не вылепили. Как была крепачкой, так и осталась, не лучше нас. Тем лучше, что может вылезти из этого ярма, а мы и дети наши так в неволе и помрем. А вы слыхали про того крепака, который себя, да еще и полсела у своего пана выкупил? Матушка, благодарю, что вы были так душевны, так добры. Теперь, я надеюсь, вы не думаете, что она хочет меня одурачить? Полно, Алёша. Ты прав, она мне понравилась. Но все же она крепостная. И хоть в этом нет ее вины, однако это может быть такой скандал. Люди не поймут. Люди поймут. А кто не поймет, так тот нам и не надобен. Ну да как-то уж будет. Главное, чтобы вы были счастливы. О, Господи. Что такое, матушка? Жалко мне тебя, Алёша. Тяжко тебе придется. А кабы я хоть чем-то могла тебе помочь. Матушка, одно то, что вы приняли Катеньку, для меня великая подмога. Об остальном и не печальтесь. И деньги найдем, и молву переборем. Прошу прощения. Чего тебе, Тарас? Алексей Федорович, вам письмо. Лидия Ивановна просит приехать к ней как можно быстрее. Что-то стряслось, голубчик? Не думаю. Пишет, что есть какое-то выгодное предложение, сделка, и что мне может быть интересно. Вот видишь, Лидия Ивановна всегда была к нам очень чутким и внимательным человеком. К тому же у нее наследственная оборотистость.
О, шеферы всегда умели выгодно торговать. Отец Лидочки чуть ли не из воздуха деньги делать умел. Так что общение с Лидией может пойти тебе на пользу, сын. Езжай, Алешенька. Хорошо, матушка. Да что вы слушаете? То брешут все. А вот и не брешут. Что Жадан этот и мать, и отца, и братьев, и сестру своих выкупил. И даже тетку свою. Она такая швачка, как и мы была. А пан тамошний лупил всех нещадно. Что наш Яшка? Что шоферчихинка. Так вот, исполнилось этому Жадану 15, он и пропал куда-то. Куда, никто не знает. Кто говорит, в Миргороде воду на базаре возил, кто говорит, в Турции было, кто его знает. Да только он как вернулся, так сразу себя из неволи и выкупил. Вот так сразу? Вот так сразу. Как вольным стал, он себе в городе хату гарну поставил, всем помогает. Как кто где крепака обидит, так Жадан тут как тут помогает. А паны ему и слова сказать поперек боятся, да и уважают. Вот бы к нам такой пришел, да нашего Яшку приучил, а то совсем проклятый озверел. А Катре Яшка и слова сказать не мог. Серел от злости, а молчал. И хотел бы побить, да руки короткие. Ну, теперь-то ему до нее зась, как до журавля в небе. А что такое? Может, она вольная, а? Или уже замуж вышла? Еще неизвестно, чем эта сказка кончится. Как по мне, так не видать ей счастья с этим панычом. Сильно высоко взлетела, больно падать будет. Счастье же надо среди своих искать. А панычи шо? Сегодня он богатый, а завтра все деньги проиграл в карты, а? Ой, а плечики ж, вот такие тонёхонькие. Это ж не сокиру поднять, не брычку запрячь. А если ж кабана зарезать надо будет, так он же вообще в обморок упадет. Тю, а что это он будет сам кабана резать? На то крепостные есть. А ты б то, Галька, шо, за паныча б не пошла? Ой, сдались мне твои панычи. Ой. Там мне мужик нормальный нужен. Так, чтоб хозяйство завести, скотину держать, а не да. вот это, на пианине бренькать и охи вздыхать. Так он же ж и некрасивый совсем, так только напомаженный. Ой, Галька, откуда же у тебя столько зависти берется, а? Ой, Галечка, не волнуйся, вот тебя паныч точно не посватает, а вольный казак, ну, ради тебя крепаком не будет, точно. А выкупать? Не станет. Ай, пусть, они же ее все равно недостойны. Да и зачем Гальке эта воля, да? Ей и так неплохо живется у пана, ага, Галя? А вы смеетесь? Смейтесь, хоть полопайтесь. Вот только увидите. Если я захочу, ради меня любой крепаком станет. Ой-ой, слышите, а я думаю, что это с улицы гремит? А это твои женихи в панские ворота стучатся. Ой, гляди, Галька, выбьют эти ворота. Позвали вы меня к себе, Петр Иванович, весьма вовремя. Правильный костюм – это великая сила. Он может придать статус, а может добавить уверенности в себе. Но может и умолодить. Ну вот если выродить правильно, чтобы 10 годков как и не бывало. Петр Иванович, извините, я не хотела помешать. Здравствуйте, Наум Филиппович. Анна Львовна, голубушка, красавица вы наша. Это благодарить надо, наверное, вас за то, что Петр Иванович решил обновить свой гардероб. И не просто так, а фундаментально. По последней парижской модели. Отнюдь. Мне Петр Иванович обычно говорит, что это пустая трата денег. Да, Петр Иванович? Интересно, откуда у вас возник этот интерес к французской моде? Вы же сами с утра до ночи твердите, что об этой свадьбе будет говорить весь город, все должно быть идеально. А чего же вы вдруг выражаете недовольство моей заботой о моем внешнем виде в преддверии столь важного события?
Ну что вы, я рада, я очень рада, что вы уделяете столько внимания свадебным деталям. Я просто хотела спросить, может быть, вы хотите выпить с нами чаю? Увы, мне нужно в город. И к ужину не ждите, боюсь, я не успею вернуться. Ну вот, кажется, и все. Только вот с тканью разобраться. Разберемся. Казалось, что сердце вот-вот остановится, потому без чувства упало. А оказалось, Алеша был прав. Матушка у него чудесная, добрая и ласковая. А еще младшая сестра и брат есть. Марианна тоненькая вся такая, как веточка. А Вася смешной такой. Все время меня изучал, глаз не сводил. Дай вам Бог счастья, доченька. Ох, Павлуся, а будет ли оно счастье это? Сколько же еще испытаний нам предстоит? Наша любовь только родилась, а на пути у нее уже одни перепоны. Ну. Твой Алексей Федорович такой упертый, что он эти перепоны своим лбом пробьет. А своего добьется. Добьется, как же. Выше головы не прыгнешь. Косачи же эти бедные, что те мыши в церкви. Ты подслушиваешь, да? Ох ты, жаба ж ты расподлючая. А ну иди сюда. Так, щоб це вишкребла і вимила. І не як попало. Я знаю ледащо. Алексей Федорович, спасибо, что так срочно приехали. К вашим услугам, Лидия Ивановна. Я не буду тратить ни свое, ни ваше время на долгие вступления, поэтому сразу перейду к делу. Мне известно о вашем желании выкупить крепостную Кити у Червинских и освободить ее. Желание, как по мне, довольно странное, но это ваше желание, я не буду его ни осуждать, ни обсуждать. Также мне стала известна сумма, которую Петр Иванович просит. И я прекрасно понимаю, что найти ее для вас будет весьма затруднительно. Практически невозможно. Но я не унываю. Правильно. Уныние – это смертный грех, и не стоит ему поддаваться. Тем более, что я хочу предложить вам выход из столь затруднительной ситуации. Я выкуплю для вас Кити. Вы выкупите ее сами. Здесь ровно 4800 рублей. Я не знаю, как и благодарить вас. Но, Лидия Ивановна, вряд ли я смогу вернуть в ближайшее время вам эти деньги. Мне не нужно их возвращать. Но я не могу принять такой подарок. А это не подарок, это сделка. Сделка? Я предлагаю вам свои финансы в качестве супружеской помощи. Вы же хотите освободить Кити? Да, освободить и жениться на ней. Вот вы ее и освободите. Только женитесь вы на мне. Позвольте, я не уверен, что правильно вас понял. Жениться на вас? Ведь у меня уже есть невеста. Нет, вы правильно меня поняли. Если хотите, вы можете считать это частью приданного. И к тому же я уверена, что никакой этакой большой любви у вас к этой дворовой девке нет, да и быть не может. Это не любовь, это страсть. И она пройдет, в то время как настоящая любовь, она растет годами. Я не спорю. Вы хотите обладать этой девушкой, как ребенок игрушкой. И я куплю ее для вас. Позвольте. Вы согласны, чтобы у вашего мужа была любовница? А что здесь такого? У всех есть любовница. Так лучше пусть она будет в нашем доме, нежели вы будете волочиться за какими-то там актрисами. Алеша, я вас очень люблю. Вы даже не представляете, как. Представляю.
Мир еще не видывал такой любви. Я готова ради вас на все. Хотите, Кити, будет вам Кити. Хотите, дом в Петербурге, в Париже. Лидия Ивановна. Если вы любите, вы должны меня понять. Я тоже люблю. Это не увлечение, это не пройдет. Я не имею права ни как человек, ни как мужчина принять ваше предложение. Вы еще встретите достойного человека, который полюбит вас с такой же страстью. Прошу меня простить. Я обещаю, что все сказанное вами я забуду навсегда, как только покину порог вашего дома. Всего хорошего. Доброго здоровечка, Алексей Федорович. А что не весело? Неужели в поле не были? Не видели, какие бурячки выросли? Один в один. Да уж, свекла – это, конечно, большая радость. Ну, тебе здоровья, дед. Ну, а почему ж не в радости? Бог даст, урожай будет славный, ну, самый богатый за последние 7 лет. Да, оно ж прет, оно ж прет, ну, как скажено. Ты уверен? Точно хорошее вырастет? Ну, куда оно денется, вырастет? Не сомневайтесь. Ну, бывай, дед. Вырастет. Не сомневайтесь. Свободен пока. Подашь через 3 часа. Да смотри, не напейся там. Григорий Петрович! Паныч, дорогой! Ты? Я, Паныч, я! Григорий Петрович, а кто это дама? Это наша бывшая крепостная. Так, пани, я их не была. Вы меня не помните? Василинка я. Паныч Григорий Петрович продарил меня 2 месяца тому, а то вы меня и не помните. Да. Здесь-то что ты делаешь? Или Суслов теперь баб своих на такой вот оброк посылает? Нет. Я теперь вольная. Что? Сама себе хозяйка. Как это было? Ну, вот так. Тот панок Суслов, он на завтра же проиграл меня в карты какому-то офицеру. Тот повел меня в казарму до своих товарищев. Там сказали, что по уставу так нельзя. Он жил со мной 3 дня в гостинице, а потом напился до чертей и прогнал меня. А я уперлась. Ну, кажу, коль прогоняешь меня, то пиши документ, что я не беглая. Ну, он мне вольную отписал. И ото я теперь вольная, як вы. Или ото як ви, пані. І спасибо вам большое. И низкий поклон вам, Григорий Петрович. Як бы не вы, ото настоять бы мне тут свободной женщиной. На, держи. Да нет, я же Держи, просто... я сказал. Ступай отсюда. Нечего приставать к приличным людям. Да. Наталья.
Вы обворожительны. Григорий. Ах, Натали, душечка, Григорий Петрович. Поздравляю вас, это просто романтик. Натали, ты счастливица. Григ, познакомься, это мои давнишние подруги Светлана и Тамара. Очень. Очень красивый, какой красивый. А ты правильно, посмотри, какой. Я прошу меня извинить, я отлучусь надолго. Черт. Мой сын Григорий, это милая дама. Я знаю, кто эта милая дама. А вам, папа, не пристало так в открытую флиртовать и повесничать. Это совершенно недопустимо. Проявлять публичный интерес к такого рода женщинам. А ты не суй свой нос в чужие дела, щенок. Я не позволю вам унижать мою мать. Вы женатый человек, и вам следовало бы помнить об этом. Молодой человек, вы совершенно А вас ошибаетесь. я вообще не желаю слушать. Вы думаете, вам удастся окрутить моего отца? Так это вздор. Таких, как вы, канареечек. Он ежемесячно выписывает себя из деревни. Кстати, одна из них прямо сейчас под театром таскается. Вы, батюшка, не желаете перекинуться словом с Василинкой? Выйдите, поглядите. Одно дело крепостные, это хозяйское дело. Так публично унизиться в пошлой связи с актеркой. Еще раз прошу меня извинить. Конечно. Наталья. Все хорошо, Григ? Да, все отлично. Это ожидание невыносимо. Ну когда? Когда же он придет? Месье Жорж, пожаловали. Изволите принять? Да? Ступай. Хотя нет, стой. Принеси мне стакан воды. Так в горле пересохло от волнения. Какая невообразимая скука от новой постановки. Прям голова разболелась. Может, мы уйдем прямо сейчас, не дожидаясь антракта? Да. Да, дорогая. Если вы так этого хотите. Хочу. Проси. О. Прогулка с вами куда интереснее в театральной пошалости. Месье Жорж. Алешенька, что за новости? Тарас сказал, что ты едешь. Куда? Почему в ночь? Спасибо, Иван, ступай. Спешу, матушка, я еду в Киев. Хочу послезавтра к утру уже быть на месте. Зачем? Это единственный шанс найти деньги для выкупа Кати. Постой, а как же предложение Лидочки? К сожалению, оно мне не подошло. От чего же, Алексей? Ты мне ничего не рассказываешь. Не сейчас, мама. Потом. Мы с Лидией Ивановной не сошлись во мнении, поэтому сделка не состоялась. Забудьте об этом. Сейчас надежда на другое. Алеша, я надеюсь, то, зачем ты едешь в Киев, законно? Как вы можете сомневаться в моей законопослушности? Я уже не знаю, что и думать. От тебя всего можно ожидать. Законно, матушка, законно. Хоть и призрачно. Это как соломинка для утопающего. Но, надеюсь, не повезет. Дай ты Бог, мой мальчик.
Ну что ж, тогда пойду на кухню и скажу Гарпыне, чтобы она приготовила тебе в дорогу пирогов с грибами и курицей. Посторонним вход в гримерку запрещен. Выйдите немедля. Петр Иванович, ваш сын ясно выразился. Я не для вас, так что ищите в другом месте. Молю. Позвольте сказать слова. Я уже услышала довольно. Лариса Викторовна, Лариса, вы для меня все. Вы для меня больше, чем все. Вы жизнь в меня вдохнули. Для вас я готов и в проруби, и на плаху. Так уж. Ну, конечно, у меня были женщины. Отрицать это глупо, но все они пыль, мираж, песок по сравнению с вами. Верно, мне совсем не осталось ни гордости, ни чести, если я все еще вас слушаю. Вздор. Вы даже не понимаете, насколько вы достойны большего, лучшего. Вы себе представить не можете, что я никогда ни с одной женщиной я не чувствовал себя таким живым и таким счастливым, как с вами, Лариса. Я не думала, что вы можете быть таким пылким. Вы даже не представляете себе, как вы мне нужны. Я вас прощаю. Но впредь попрошу оберегать меня от подобных унижений. Он ваш сын, но он не имеет никакого права так со мной разговаривать. Я не позволю ему более обижать вас. Только не гоните меня. Позвольте мне быть рядом с вами. Пора. Лариса Викторовна, ну, еще несколько минут. А я думала, что вы захотите провести меня домой. Коварная. Гришенька, ты уже вернулся. Матушка. Как тебе спектакль? Отвратительная постановка. Ваше счастье, мама, что вы не бываете в Нежинском театре. Бесполезная трата времени. Отец вернулся уже? Отец уехал в город, сказал, что вернется не раньше полуночи. Ну да. Гриша, что случилось? Ничего. У тебя размолвка с Натальей? Нет, мама. Пусто. Гриша, я же вижу, что тебя что-то гнетет. Что? Ничего ты от вас не утаишь, мама. Я просто не знаю, как с вами об этом говорить, не знаю. Говори как есть. Да я уже придумала, бог знает что. Вы помните Василинку? Помню. Нынче я встретил ее у театра. Поначалу я даже ее не узнал. Одета вульгарно, эти румяна яркие. Словом, нет никаких сомнений, что она стала фи-де-жуа. Признаюсь, я теперь очень жалею, что продал ее Суслову. Он дал ей вольную зачем-то. Отпустил на все 4 стороны. Бедняжке совсем некуда было податься. Ей ничего другого не оставалось, как идти на улицу. Матушка, я все думаю, не ждет ли нашу Кити даже самая участь? Нет, Гришенька, ну, это же совсем другое. Алексей Федорович очень любит нашу Кити. У него в планах брак. Да нет, это правда совсем другое. Вот именно, что в планах, Да, Алексей милый, обаятельный молодой человек. Он слишком переменчив в любви. Насколько я знаю, Кити не первая его безумная страсть. Да? До этого он долгое время был влюблен в Натали, потом забыл ее. Да и следи, Шефер, он поступил не лучшим образом.
Матушка, если он так играет с чувствами благородных девиц, то что ждать в отношении Кити? Сдержит он свои обещания? Женится он на ней, выкупив ее? Или, попользовавшись, вышвырнет? Заставив тем самым Кити идти на улицу, продавать себя. Такой судьбы вы желаете своей крестнице? Нет, конечно, Гришенька. Нет. Если все, что вы говорите, действительно так, к этому Косачу стоит приглядеться. Я вам обещаю. Я просто клянусь, что если я замечу хоть что-нибудь, я заставлю нашего отца расторгнуть эту сделку. Матушка, не волнуйтесь так. Не волнуйтесь. Все образуется. Я уверен. Алешенька, вы как здесь? Алеша, что стряслось? Говорите же. Не тревожьтесь, милая моя, все хорошо. Я просто не мог уехать, не увидев вас хотя бы на секундочку. Вы уезжаете? Куда? Надолго? В Киев. Надеюсь, вернуться скоро, ну а там уж как получится. Алешенька, зачем же в Киев? Один, ночью. Не тревожьтесь, все будет хорошо. Просто верьте мне. Я все время буду думать о вас. И время летит незаметно. И вы думаете обо мне. Обязательно. Хорошо, я буду. Все. Пора. Погодите. Я хотела... Вот, возьмите. Это мой дагеротип, который мы с крестной сделали в Харькове на Рождество. Теперь он ваш. Смотрите на него хоть изредка, и пусть будет так, будто мы с вами совсем-совсем не расстаемся. Пора.